Всем привет! С вами Банана Мастер. И сегодня мы делаем домашку по циклам. Начнем с первой задачи, и в ней нам нужно было сделать так, чтобы цикл работал от 5 до 15 раз, и все это нужно вывести в консоль. Начну с того, что напишу слово for, открою круглые скобки и передам сюда три наших главных действия. Первое действие — это создать переменную. Изначально ее значение 5, потому что цикл начинается от 5. Второе, что я делаю, это я делаю условие с этой нашей переменной до 15, вот так вот. Третье — это изменение нашей переменной. Далее открываю тело цикла и в нем уже прописываю, выведи в консоль нашу переменную I. Конкретно та переменная, которая будет меняться. Вот наш цикл от 5 до 15. Переходим к задаче номер 2. В этой задаче мне нужно тоже сделать цикл, но он будет работать уже от 10 до 1. Как я это сделаю? Давайте я скопирую прошлую задачу вот сюда и сделаю сверху ошибку, чтобы она у нас не запускалась. И пропишу уже правильно вот эти вот моменты. Наш цикл начинается с 10, поэтому ставлю 10. Далее, пока давайте 10 больше равно будет работать и будет работать до 1. Также десятку мне нужно уменьшать, чтобы она в какой-то момент вот тут вот дала false. Поэтому я сделаю минус. Убираем ошибку, проверяем, как работает, и отлично. От 10 до 1. Переходим к следующей задаче. Опять же, для этой задачи я скопирую прошлый цикл вот так вот и сделаю сверху какую-либо ошибку. На всякий случай я специально комментирую тела вот эти, чтобы консоль не засорялась и нам удобнее было читать ответ. В третьей задаче нам нужно сделать так, чтобы изначально наше условие должно работать 5 раз, поэтому оно работает у нас от 1 до 5. Для этого я делаю 1 с 1 и до 5 это вот так вот. Второе. В консоли я должен видеть не просто 1, 2, 3, 4, 5, а вот такие фразы. Хорошо. Я сделаю сверху переменную word. В нее присвою слово hello плюс I. А далее ниже этот word буду выводить. Это почти правильный ответ. Как мы можем заметить, наши циферки приклеились к слову hello, и если я хочу добавить между ними отступ, пробел, мне его также нужно поставить. Ставлю я его вот сюда. Ну вот, видите, уже и получается. Значит, при каждой итерации цикла у меня здесь будет происходить склеивание строк, где слово hello плюс какая-то из цифр. С самого начала там 1, поэтому, по итогу я так и получаю hello 1. При втором вызове I уже 2, поэтому hello 2. В третьем 3, и так далее. Переходим к следующей задаче. В этой задаче мне нужно сделать цикл от 3 до 30 с шагом 3. То есть я должен буду увидеть 3, 6, 9, 12, 15 и так до 30. Окей. Я что делаю? Ошибку, разумеется, чтобы вечного цикла не было. Нам он не нужен. Наш цикл работает с 3 до 30 и с шагом 3. Шаг 3 — это имеется в виду, что при каждом вызове я буду добавлять не 1, а 3. И в такой конструкции закомментирую прошлую задачу и ошибку уберу.
я увижу правильный ответ. То есть с 3 до 30 с шагом 3. Переходим к пятой задаче. В ней мне нужно также сделать цикл, который работает от 1 до 20. Но при этом мне нужно выводить только четные цифры. То есть 1, 3, 5, 7 и так далее. Хорошо. Я сделаю ошибку, вставлю прошлый цикл, и первое, что я делаю, настраиваю правильно работу нашего цикла. Он будет работать с 1 до 20. И в такой конструкции, если я посмотрю, я просто увижу все цифры от 1 до 20. Но мне же по задаче нужно что? Нечетные цифры. Как это сделать? Очень просто. Я вот тут буду добавлять не 1, а 2. Ну и все. Теперь здесь я вижу только нечетные цифры. Переходим к задаче номер 6. В этой задаче мне нужно сделать цикл, который будет работать от 10 до 1. И при каждом вызове мне нужно выводить в консоль текущую цифру, умноженную на 2. Изначально я сделаю вот тут вот какую-либо ошибку и ниже вставлю прошлый цикл. Сделаю так, чтобы он работал так, как нам нужно. То есть от 10 до 1. И это будет у нас вот так. Также у нас I должен опускаться вниз. Значит, я здесь поставлю минус. Окей, в данной конструкции, если я уберу ошибку, увижу у консоли от 10 до 1. Наш цикл работает 10 раз. Но мне нужно каждый вызов умножать на 2. Поэтому я вот тут вот так и сделаю. Умножить на 2. По итогу я получаю как раз наш правильный ответ. Переходим к 7 задаче. В этой задаче мне также нужно сделать цикл, который будет работать от 0 до 20. Но в этот раз мне нужно выводить только четные цифры. Окей, я изначально сделаю ошибку, вставлю прошлый цикл, чтобы было быстрее. И здесь, значит, от 0 до 20. Давайте сразу проверим. Да, от 0 до 20. Но пока что у нас выводится в консоль все цифры, а нам нужно только четные. Чтобы выводить только четные, я сделаю, опять же, несложное изменение. Я буду увеличивать не на 1, а на 2. И в такой конструкции изначально у нас будет в консоли 0, потом я сделаю плюс 2, I станет двойкой, и в консоли увижу 2. При следующем вызове 4, 6, ну и так дальше, пока данное условие не даст false. На этом все. С вами был Банана Мастер, разработчик, который может объяснить все.